Shanti, Shanti, Shanti. So to understand what is yoga in its true sense, Для того, чтобы понять, что такое йога в ее истинном смысле, because in the science of yoga there is very less to understand and there's more to apply. в науке йоги не столько много надо понимать, сколько надо много применять. Because unless you apply in your daily life, you cannot have any experience of yoga. Потому что если не применять ее в повседневной жизни, у вас не будет никакого опыта йоги. So there is no use of gathering heaps of books on yoga and trying to keep reading the books. Нет никакого смысла в том, чтобы собирать кипы книг по йоге и только и делать, что читать их. So what you find in the original text of yoga is from the aphorisms of Patanjali. То, что вы найдете в оригинальном тексте йоги, это писание Патанджали And from the Bhagavad Gita. и выдержки из Бхагавад-гиты. These are the two books of the science, and there you find no big explanation, you find the instructions, what we have to do. Это наука, и там вы не найдете объяснений, а найдете только инструкции о том, что нужно делать. For example, when you are walking in a wood when it is dark, К примеру, если вы идете по лесу в темное время суток, you have to cross the wood to reach the other end. вам нужно пройти через лес, чтобы достичь другого его края. And suppose the way is about 5 kilometers which you have to pass. И представьте себе, что надо пройти 5 километров. And you need a light because you can't see the path. И вам нужно с собой иметь какой-то источник света, потому что без него вам не найти дороги. So if you think that you need such a light which can illumine the whole path at a time, А если вы полагаете, что вам нужен такой свет, который может сразу осветить весь путь, but there you are given only a little torch, а вам дается только маленький фонарик, and when you put on the light of the torch, и когда вы включаете свет этого фонарика, you can hardly see a few meters. Вам с трудом удается увидеть несколько метров вашего пути. Then if you wait that unless I see the whole path, I cannot move forward, then you will be there only. И если вы будете ждать того момента, когда вам осветят всю дорогу и не сделаете шага до того, как вся дорога будет освещена, вы останетесь стоять на месте. But with this little light, if you make a forward step, then it will show the next step to you. Но с этим даже маленьким фонариком, если вы сделаете один шаг, следующий шаг, то дорога будет все дальше и дальше освещаема. So the same thing with the science of yoga. То же самое с наукой йоги. So they give an instruction which you follow. When you follow this first instruction, then you find the next instruction. Вам дается инструкция, которой вы следуете. И если вы следуете этой инструкции, то вам дается инструкция для следующего шага. So without following, if you only have an explanation,
И если не следовать этим инструкциям и иметь только объяснение, it will be like explaining how to prepare the food when you are hungry. это все равно, что вам будут объяснять, как готовить пищу, когда вы очень голодны. When you are hungry, you must follow the procedure how to prepare the food and then how to take it, and then you are satiated. Когда вы голодны, вам предлагается инструкция, как приготовить пищу, потом вы ее готовите, потом вы ею насыщаетесь, и тогда вы удовлетворены. Your hunger will be satiated only in this manner, and by not making a big explanation or conference about what is hunger, how to prepare food, and how you will be satiated by taking food, or all these things. А ваш голод будет удовлетворен только таким образом, а не посредством присутствия на огромной конференции, где будут выступать докладчики с выступлением о том, что такое голод, как готовить пищу и так далее. Then you will be more hungry. Потому что если вы в голодном состоянии придете на такую конференцию, то вы просто еще больше проголодаетесь. So you will, in the same manner, you will be wasting the whole life by studying this yoga, that is this yoga better than that yoga and all. This is how we waste the whole life, and at the end we achieve nothing. Вот так порой происходит, что люди тратят свою жизнь на то, чтобы изучать такую йогу, сякую йогу. Нет, та йога лучше, нет, это лучше. И так и проходит жизнь. The simple reason is that in the science of yoga there is no place for any speculation. Дело в том, что в науке йоги нету места спекуляциям. It is just straight and simple application. Это очень прямое и простое применение. I'm thinking now on the work of the United Nations in the last 60 years. It was exactly like this. И вот теперь я думаю о работе Организации Объединенных Наций за последние 60 лет. Вот она примерно в этом и состояла. Now В разговорах. all the countries are crying out, application. В том, что все страны наперебой кричали применять. We have 174 treaties У нас 174 договора on all, on air and space, on на все food, in возможные everything. темы. На тему воздуха, окружающей среды, космоса. Thousands of people were working in thousands of conferences on these treaties. И тысячи людей на тысячи конференциях работали над этими договорами и In соглашениями 6 languages, на 6 языках, also Russian. и в том числе на русском. So, but no application. Но никакого применения до And него дело так и не you see дошло. what is going on in the world. И посмотрите, вот видите, что происходит в мире? So, lack of application. Недостаточно применения. It's one of the best examples what we have. Вот один из лучших примеров о том, с чем мы имеем сегодня дело. They were negotiating 50 years about disarmament. Они 50 лет договаривались и рассуждали о разоружении. Then they discovered that they should use this power for the development of peace. И потом они вдруг обнаружили, что эти свои усилия они должны были затрачивать на развитие мира. All this power for disarmament went into armament. И вся сила, направленная на разоружение, пошла наоборот на вооружение. So, if they would apply all this energy for the peace development, then we would not have this overarmed world now. И если бы они все свои усилия, наоборот, направили на какие-либо договоры о мире, может быть, у нас не было бы такого высоко вооруженного мира сегодня. Now, they want to disarm nuclear weapons. Теперь они хотят уничтожить атомное оружие. Yeah, but this is good. Это хорошо. But they have new weapons now with light and with other technologies. So they are much more sophisticated than atomic weapons. Да, но теперь новая проблема. Мир сейчас вооружен усовершенствованными оружиями, которые используют свет, и водород и так далее. Electronic weapons with which they influence weather. Электронное оружие, которое влияет на погоду.
can create everywhere on the planet earthquakes. Которая может создать везде на планете очаги землетрясения. So these are the new weapons. А вот новое оружие. And therefore they can easily disarm nuclear weapons. И поэтому теперь можно без всякого ущерба уничтожить атомное оружие. Оно уже So никому you не see, нужно. there is a lot of lying and speculating in this process. Потому что и поэтому очевидно, что в этом процессе очень много лжи и спекуляции. So, but there are three things what the Master says what have to be done by humanity that the Christ can come and give a new order. And No. there is one of them is the start of disarmament. Ага, есть три вещи, которые учителя говорят должны быть сделаны на планете для того, чтобы пришел Мессия. Это и первое из них это как раз разоружение. The second is the world religions have to work together. А второе это то, что все религии Востока и Запада должны работать вместе. And then the third is the world resources have to be shared between the nations and not exploited by multinational companies. И третье это то, что все ресурсы земные, богатства, они должны быть разделены между нациями, а не использоваться международными компаниями в своих интересах. They have to be used as resources for the development of social order Они должны быть использованы как ресурсы для развития социального порядка and social justice. и социальной справедливости. So now you look into the world, what is going on. Вот теперь посмотрите, что у нас This is because of lack of application. Yes. И все это благодаря недостатку активного практического применения этого. They have all the technological education, but no yogic education. That is the problem. Exactly this. Проблема в том, что у людей слишком хорошее технологическое образование и недостаток йогического образования. If one day in the United Nations somebody introduces the real applicable simple yogic education, then all these things will come into action. Если когда-нибудь в Организации Объединенных Наций кто-то предложит людей образовывать в плане йоги, то тогда все это изменится и начнут активно и плодотворно применять все это на практике. There are already some signs that will happen. И существуют уже некие признаки, что такое вполне может произойти. Because we have now, for instance, in the UN a new committee on spirituality, values and global concern. Потому что в Организации Объединенных Наций уже есть комитет по духовности, духовным ценностям и духовному развитию. And these are the NGOs, the non-governmental organizations. Pardon? These are the NGOs, the non-governmental Да, и organizations. это не правительственная организация. But through these channels we want to influence these governments. Но через эти каналы мы хотим влиять на правительство. But also the government people live two lives. Но естественно, что правительства, они живут двойной жизнью. On the one side they are government members and have to function in a machinery. С одной стороны, они члены правительства и должны функционировать в машине аппарата управления. On the other side they are human beings, А с другой стороны, они просто люди. have an ethical feeling, А у них есть этические какие-то чувства. but they sold their souls into this government machinery. Но они продали свои души этой правительственной машине. They sold themselves. Yes, yes. So this is the world problem. Вот это вот и есть, в этом заключается мировая проблема. The people in the government know exactly what should be done for the people, Люди в правительстве точно совершенно знают, что надо делать для людей, but the governments today are controlled by the world finance. но правительство сегодня контролируемое мировыми финансами, So governments less and less and less can do something for their people. и поэтому правительство все меньше и меньше способно сделать что-то реальное для своих людей. In the opposite, И с другой стороны, they have to squeeze out as much money as possible through taxes and through other и наоборот, они должны выжимать из людей как можно больше денег на налоги и так далее. So this is our world problem now. Вот теперь вот это наша теперь мировая проблема. So the people in the government know that the way out is only
the spiritual component. They know this. И люди в правительстве теперь очень хорошо понимают, что единственный выбор, единственный способ разорвать этот порочный круг – это духовность. But then they say, how can we formulate this in a scientific way that this spirituality is really the way out? Но теперь они дискутируют на тему, а как им научно, обоснованно сформулировать то, что единственный выход из данной ситуации – это духовность. Because the language in the UN is a technocrat juridic language. Потому что язык Организации Объединенных Наций – это правовой и технократический язык. And what we try as the NGOs is to bring in the language of the heart. А мы пытаемся привнести язык сердца. So I tell you this spontaneously, that you see in what between two fires, we are between two Вот fires. я сейчас спонтанно вам это все высказал, чтобы вы увидели, что мы находимся между двух огней. But we are here Но мы здесь to win the game, для того, чтобы выиграть игру. because the other cannot win the game, Потому что они не могут выиграть. because they are working against natural and cosmic laws and principles. Потому что они работают против естественных и космических законов. So finally we will succeed. Поэтому в конце концов мы победим. So therefore Master Kwaikul says, И поэтому мастер Кайкуль говорит, the work must go on. работа должна продолжаться. And Dalai Lama says, А Далай-лама говорит, never give up. никогда не сдавайтесь. Voilà. And what Master Pythagoras says is, А учитель Пайтагорас говорит, you reduce the number of fools in this creation уменьшая количество дураков в этом творении, by making yourself wise. уменьшить количество дураков в этом творении можно единственным способом сделать за самому умным. Не умным, а мудрым. Мудрым. Because the so-called leaders, they feel that they have to change the people, they have to bring some change, but they have to bring the change in their own understanding and behavior, and then everything will change. Потому что мировые лидеры, они с большим усердием пытаются изменить окружающих людей. Но все, что им нужно, это взять и попытаться изменить себя. И тогда изменения спонтанно наступят вокруг них. That's what the Lord also says in the Bhagavad Gita. И вот здесь же в Бхагавад-гите Господь говорит, One has to transform himself by himself. каждый должен менять себя сам. So the path is shown to us, Нам показан путь, but it is we who have to make a forward step. но мы сами должны сделать первый шаг. That's very simple. This is like with the nice apple. If you do not bite in, you don't know how it tastes. Да, это так же, как с яблоком. Если его не откусить, то никогда не узнаешь, какое оно на вкус. Master Ike has given a wonderful example in this aspect. И учитель Икей дал очень хороший пример в этом смысле. There was a professor in sugar technology. Был один профессор, который был специалистом в производстве сахара. He can explain you everything about sugar because he made so much of research. Он так много занимался научными исследованиями в этой области, что он мог рассказать вам все, что вы хотите о сахаре. But he never allowed to taste sugar because he was diabetic by birth. Но ему нельзя было попробовать этот сахар, потому что с рождения он был болен диабетом. So he knows everything about sugar, but he never tasted sugar. Он знает все о сахаре, но он никогда его не пробовал. So our life will be like this professor unless we put this into practice. И наша жизнь будет подобна жизни этого профессора, если мы все это не начнем применять на практике. So there are three components which are very simple to know, which we have to try to put.
Существует три очень простых компонента. Yoga, it is one is chitta Первый это читта, and another is vritti врти, and the third one is nirodha. и третий это нирота. Chitta means it is the substance, the mind. It is called the mind substance by Alice Bailey. She calls it as mind substance. Читта это субстанция сознания, ума. That means the mind and senses, the activity of mind and senses, the mind and senses put together is called the mind stuff. She says it is the mind stuff. Когда эмоции и ум соединены в одно, это называется вот сущностью ума, субстанцией ума. And vritti means behavior. Врти это поведение. So the behavior of this mind stuff, that is what is called chitta vritti. И читта врти это поведение субстанции ума. How do you translate stuff here? Stuff means substance. Да, субстанция ума. It is not a material substance, but it is the mind substance on the finer plane. Это не это именно субстанция ума на финальном плане. На тонком плане. On the final plane? Finer. Fine. Oh, on На the тонком. finer, на тонком плане. So chitta vritti, that means the behavior of this mind substance, that mind and the senses together, that dominates us. And then that is called the non-yogic state. When we are dominated by this behavior, Когда над нами преобладает и доминирует вот этот вот mind stuff, субстанция ума, тогда мы находимся в состоянии не йогическом. in fact, we should be the master of our mind and senses, but it is always in the opposite. We are made to be a servant of our senses and mind. Мы должны в идеале быть властителями своего ума и своих чувств, но на деле получается как раз наоборот, они владеют нами. So yoga means to suspend this activity of chitta. That is, this process of suspension is called nirodha. Nirodha means suspension. И нирода это как раз когда мы останавливаем вот это вот неправильное поведение ума. И вообще само слово нирода обозначает остановка, препятствие. So yoga is to be understood in a simple manner as the state of the suspended state of the activity of this mind and senses. Как можно понимать йогу? Йога это остановка неправильного поведения низшего ума или вот сочетание ума и чувств, эмоций. So that is what is to be practiced. This is the only thing which you have to practice. И по сути дела это единственное, что вам нужно практиковать в йоге. Because in our daily life, when we are not in a yogic way of living, И потому что в нашей каждодневной жизни, когда мы проживаем ее не йогическим образом, we have our innermost center, наш самый глубокий центр, the сущностный, center of our consciousness, центр сознания, and that is the positive pole. он является позитивным полюсом, That is what is called the transmitting pole. Полюсом преобразования. Передачи, простите. And on the outer layers, on the periphery, what we call, А наружные слои или уровни, we have the negative pole. Там располагается отрицательный полюс. And that is constituted by our mind and senses.
который, собственно, и состоит из нашего ума и чувств. And this negative pole, we call it negative because it is a receiving pole. И этот негативный полюс называется негативным, потому что он такой принимающий. So when we are not in a yogic state of living, И таким образом, когда мы не проживаем жизнь по-йоговски, and then our transmitting pole is always, it is like, very in a passive state. тогда наш передающий центр, полюс, он находится в пассивном состоянии. And the negative pole is always active. А негативный полюс, наоборот, всегда в состоянии активности пребывает. So then you have all this behavior of your senses and mind, they keep on behaving in their own manner. И тогда вот чувства, ум, они все время проявляют такую активность своевольную. And as long as you are receiving all this from the environment, which is the outside world, И когда вы продолжаете все это получать из окружающего мира, which is called the objective world, мира, который мы называем объективным миром или материальным миром, so that is the reflection of all these is received by this mind surface. и все это, все, что приходит из него, все это принимается вот этим планом ума. So even what you receive on your mind is, because your mind is not existing as your mind, it is when it receives a reflection, it is in the form of the reflected object. И когда ум получает вот эти отражения внешнего объективного мира, то он, собственно говоря, и становится этим отражением. That is why it behaves in terms of this reflection only. И тогда он начинает действовать и вести себя именно как эти отражения. And the mind cannot exist as pure mind until this process of reflection is stopped. И ум никогда не сможет вести себя как чистое сознание, как чистый разум, пока не будет прекращен вот этот вот процесс проекции этих отражений на ум. So, for example, we know very clearly when you observe a picture, a movie on the screen, Мы знаем очень четко, что когда мы смотрим на проекцию кинофильма на экран, as long as the movie is projected on the screen, пока это кино проецируется на экран, you will not see the screen. вы не увидите самого экрана. We are reminded about the screen because we see all the movie and we get involved in the movie. The person's fighting, the person's doing this and only when this projection stops, then you see only the screen. Мы так поглощены всегда просмотром кинофильма, тем, что там происходит, кто-то дерется, кто-то убегает, что мы совершенно забываем про экран. И экран мы начинаем видеть только после того, как кинофильм заканчивается. So when you are watching the movie, Так что, когда вы смотрите кино, we know how we react. вы знаете, как вы будете реагировать. When somebody is sorrowful and crying, we also We start crying. Когда кто-то на экране горько плачет, мы тоже можем начать плакать. And when somebody is fighting, we also feel like fighting. И когда кто-то дерется, мы тоже как бы начинаем кому-то помогать, за кого-то переживать. If somebody is sexy, Yeah, then we he is feel that. symbolism. Yes. So we are influenced by what is being projected on the screen. Так что мы непосредственно нас влияет именно то, что происходит на экране. As if what is happening on the screen is real. Как будто бы то, что происходит на экране, это все по-настоящему. So in a manner we are very much befooled by this. И в каком-то смысле мы одурачиваемы тем, что происходит на экране.